Привет, друзья! В какой-то момент в министерских кулуарах начали появляться документы, которых не было на повестке. Без предварительных заявлений, без брифингов, сразу контракты, сразу исполнители. Проект шел под рабочим названием «Цифровой зонд», официально для мониторинга связи, метеоданных и экологии. Но техническая спецификация показывает, задачи у спутников куда более интересные. На орбиту выводятся устройства двойного назначения. Они способны не просто передавать сигналы, но и принимать, включая сигналы от мобильных телефонов, GPS-датчиков и городских сенсоров. Фактически это мобильная система наблюдения за территорией страны. В проект вовлечена структура, имеющая прямое отношение к оборонной сфере. При этом в парламенте тема вообще не обсуждалась. Решение принято быстро, без фракционных согласований. Интрига в том, что финансирование идет через закрытые статьи бюджета. По информации от аналитиков, первые спутники уже функционируют в тестовом режиме. В качестве тестовой зоны указывается север страны, вблизи стратегических объектов. Именно там началась калибровка сети, сбор метаданных с устройств, сигнала Wi-Fi и активность транспорта. Цель – это создать карту активности в реальном времени. Это не просто шпионская технология, это цифровой купол, построенный без единого политического заявления. И если раньше речь шла о локальных системах, теперь все зависит от спутника. Они все видят, все записывают, все отправляют в центр, и это только начало. Но то, что происходит на Земле, еще опаснее, чем на орбите. После запуска первых спутников начался второй этап – наземная интеграция. Города получают обновление уличной инфраструктуры, камеры нового поколения, датчики движения, тепловые сенсоры. Отличие от старых систем в том, что теперь они соединены напрямую с орбитальными узлами. То есть наблюдение ведется как с неба, так и с Земли одновременно. Система строится по модели постоянной калибровки. Если спутник фиксирует скопление людей, городской центр автоматически перестраивает маршрут наблюдения. Это возможно только при наличии цифровой связки всех уровней. И здесь все завязано на цифровые ID граждан. В Берлине уже признали, что ведется тестовая интеграция с национальной базой цифровой идентификации. Это означает, что местоположение, маршрут, частота посещения определенных зон – все увязывается с конкретным человеком. Официально это борьба с террористической угрозой, но за пределами пресс-релизов говорят о расширенной модели поведенческого анализа. Как отмечают технические эксперты, ключевая особенность проекта – это самонастройка. Чем больше данных, тем точнее система определяет, кто вы и как себя ведете. Это значит, что камеры не просто смотрят, они делают вывод, а через спутниковую платформу эти выводы попадают в единую базу. По информации, просочившейся из аналитического центра Министерства внутренних дел, данные передаются в режиме почти реального времени. Уже сегодня в систему встроен алгоритм, способный предсказывать действия человека на основе предыдущих маршрутов, покупок и времени суток. Именно здесь появляется новый элемент контроля – это биометрия. Речь идет не просто о паспорте с чипом. Новая система будет знать, кто вы, как выглядите, как двигаетесь, что покупаете и где бываете чаще всего. Скан лица, отпечатки пальцев, особенности походки, голос, поведенческий профиль – все это загружается в централизованную цифровую платформу. С января следующего года вступает в силу закон, согласно которому цифровая идентификация становится обязательной. Без нее не будет доступа к базовым услугам. Вы не сможете записаться к врачу, зарегистрировать ребенка в школу, оформить налоговые документы. Цифровой пропуск с биометрией теперь это не дополнительная опция, а обязательный элемент жизни. Сама платформа разрабатывается без участия структур Европейского Союза. Берлин не координирует стандарты, не предлагает общих протоколов, не информирует своих союзников. А это вызывает тревогу, особенно в Брюсселе, потому что Германия выстраивает собственную биометрическую вертикаль. На бумаге это для ускорения госуслуг, но в кулуарах политики называют это новым витком контроля. Когда система будет полностью активна, она сможет ограничивать и одобрять действия граждан автоматически. Например, если ваш биометрический статус не верифицирован, вы не сможете пересекать границы, оформлять страховку или даже заходить в некоторые учреждения.
А теперь внимание! Германия больше не играет по правилам Европейского Союза. На фоне всего этого Германия уверенно разворачивает цифровую политику в сторону полной автономии. Никаких синхронизаций с Европейским Союзом, никаких согласований. Каждый новый элемент цифровой инфраструктуры локальный, защищенный и закрытый от внешних систем. По данным нескольких немецких изданий, внутри правительства уже сформирована стратегия цифровой независимости. Она охватывает идентификацию, спутниковую координацию и биометрию, доступ к данным и даже внутренние криптографические стандарты. Это не просто новая система, это новый политический статус Германии внутри Европейского Союза. Франция, Бельгия, Чехия уже направили в Берлин запросы с просьбой объяснить, почему проект такого масштаба идет без участия Брюсселя. Ответа нет. Мерц и его кабинет хранят полное молчание. По слухам, на последнем закрытом совещании обсуждался даже вопрос, а нужен ли Евросоюз как единая цифровая платформа. Вся эта изоляция формально подается как техническая необходимость, но если соединить спутники, наземную сеть камер, биометрическую идентификацию и поведенческий анализ, выходит слишком мощная система, чтобы быть просто экспериментом. Но она уже работает. И в этот момент в системе происходит сбой. Несколько журналистов, как сообщают независимые ресурсы, получили доступ к части внутренней переписки между ведомствами. Из писем видно, внутри команды, которая курирует цифровой стек, возникли подозрения о сливе данных. В текстах мелькают фразы «нестабильные участки», «неофициальный контакт» и передача схем за пределы протокола. Внутренний источник МВД описал ситуацию как и операция внутреннего контроля, где один из ключевых сотрудников подозревается в связи с внешними структурами. Кто он, пока неизвестно. Но факт того, что в самой закрытой системе Германии появилась утечка, заставил включиться службы безопасности. И именно в этот момент начинается новая фаза. Не защита от внешнего врага, а охота на крота. Когда все оказалось под контролем, случилось то, чего Берлин боялся больше всего. Во внутреннюю сеть попали следы несанкционированного доступа. По данным ряда редакторов, фрагменты технических протоколов и системы биометрической идентификации оказались вне охраняемого периметра. Один из файлов с архитектурными схемами всплыл в зарубежной исследовательской базе, куда его никак не должны были передавать. По неподтвержденной информации следы ведут к одному из разработчиков из числа подрядчиков. Он имел доступ к тестовой платформе и участвовал в построении логики обработки личных данных. Но самое тревожное – это не факт утечки, а объем. В сеть ушли ключи к самой структуре. Это не просто технический документ, это описание уязвимости, логики, резервного доступа, алгоритмы авторизации. Такие данные не публикуются и не обмениваются даже внутри министерств. И если они ушли наружу, значит кто-то знал, где копать. Сразу после появления этих сведений была активирована внутренняя проверка. Официально ее называют внутренним аудитом, но в документах фигурирует другое название – операция «Крот». Цель – выявить источник слива и зафиксировать все потенциальные точки утечки. Сигналы об аномальных действиях пришли с серверов, которые ранее работали в изолированном режиме. В условиях, когда биометрическая идентификация становится обязательной для всей страны, такая утечка не просто провал. Это удар по самому проекту цифрового суверенитета. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.